Американское общество очень раскололось, потому что бизнес-модели выгоднее, если граждане разделены. Мы, возможно, единственная страна в мире, которая так проводит выборы. О программе демократов. Если коротко, она классически левая. Очень сильно выросли цены. Все очень сильно подорожало. Каково это быть безработным в Нью-Йорке в 2024 году? Да, весело. Они тратят миллиарды долларов на мигрантов. А когда чернокожие просят репараций, им говорят, что у них нет денег. Я всегда говорю, что гуляя по улицам города, чувствую себя в полной безопасности. Видно, что я здесь один? Покажи, что здесь никого нет. Да, могут приставить пистолет, чтобы отобрать телефон. Такое случалось. В Нью-Йорке стало практически нормой, что в метро будут бездомные, и это не является чем-то необычным. Я вообще очень люблю Нью-Йорк. Считаю, что это великий город. Но есть здесь странные стороны. Одно из них — метро. Чаевые. Здесь повсюду пахнет травой. В Нью-Йорк приезжает немало женщин из штатов, где запрещены аборты. Иногда даже коренным нью-йоркцам трудно записаться на прием. Нас всегда кто-то любит. Я говорю «нас», потому что я русский американец. Кто-то любит нас, а кто-то ненавидит. Никто не хочет отношений с Россией, кроме одного человека, господина Трампа. Соединенные Штаты на данный момент разрываются между своими корнями демократической страны, зависимой от сдержек и противовесов, и Дональдом Трампом, который пытается избавиться от этих сдержек и противовесов и стать каким-то королем. Когда Трамп проиграл выборы, был захват Капитолия и прочее. Неужели это снова произойдет? Он пересек свои границы. Что изменится в США, если Камала Харрис займет пост президента? Привет, друзья! Думаю, не нужно объяснять, где мы, потому что вот то здание на Пенсильвания-авеню знакомо каждому. Белый дом – самый популярный символ власти. Официальная резиденция с 1800 года. То есть почти всю историю существования Соединенных Штатов Америки здесь работали президенты. Собственно, они все здесь работали, за исключением Джорджа Вашингтона, самого первого. Совсем скоро Америка будет выбирать 47-го президента. И несмотря на то, что битва за кресло вот там, в овальном кабинете, никогда не бывает скучной, ну, почти никогда, в этот раз, кажется, она превзошла сама себя. За несколько месяцев до голосования из гонки под давлением собственных соратников вышел действующий президент Джо Байден. Новый кандидат от демократов Камала Харрис, о которой еще недавно было известно совсем немного, уже успела выиграть дебаты у своего соперника Дональда Трампа. На него уже дважды совершали покушение, причем первое вполне серьезно могло стать роковым, если бы в момент выстрела Трамп буквально на миллиметр не повернул голову в сторону. Чем закончится эта сумасшедшая гонка, за которой сейчас, в эпоху, когда всерьез обсуждают вероятность начала ядерной войны, следят далеко не только в Америке? Действительно ли американское общество сейчас фактически расколото пополам? И кто составляет эти самые половины? Мы долго думали, как правильно выстроить наш рассказ о предвыборной Америке. По географическому ли признаку или как исторический экскурс. И решили, что самым адекватным решением для этой задачи будут два групповых портрета. Одна серия будет полностью посвящена демократам, кто они, откуда, куда они идут. Другая, соответственно, республиканцам. Мы постарались отобрать равное количество героев и спикеров и сделать так, чтобы среди них были как типичные избиратели и сторонники той и другой партии, так и нетипичные. Потому что и от тех, и от других в равной степени зависит, кто победит на выборах. А от этого, в свою очередь, зависят и наши с вами дела, кажется. Напомню, что поддержать выход наших новых выпусков можно через Boosty, Patreon и спонсорство на YouTube, и только ваша поддержка дает мне возможность продолжать делать редакцию дальше. Итак, это первая серия про демократов.
По данным Pew Research Center, за последние десятилетия состав избирателей Демократической партии сильно изменился. И сейчас 44% из них темнокожие азиаты, латиноамериканцы или представители других рас, 45% люди с высшим образованием, а 46% не относят себя к христианам. Но это всего лишь сухие цифры. Давайте знакомиться ближе. Этот конкретный район, в котором мы находимся, очень неоднородный, в том числе по политическим взглядам. Здесь живут люди из разных социально-экономических слоев. Есть люди, которые работают в Нью-Йорке. Есть те, кто работает в сфере технологий и финансов. Здесь в целом смешанный район, хотя прямо через Гудзон Нью-Йорк весь продемократический. Я буду голосовать за Харрис. За Харрис? Да. Я не голосовал за Клинтон, потому что я не хотел опять Клинтонов. Я не хочу того же самого. Понятия не имею, будет ли Харрис хорошим президентом, но это что-то новое против старого. Я готов принять новое. Вы раньше работали в компании Tesla? Да, все верно. Почему уволились? Я не слишком-то горел технологией, рабочий коллектив был очень неорганизованный. Ну и отчасти я ушел потому, что руководство четко давало понять, какую сторону они занимают. Особенно в отношении конфликта между Израилем и Хамас. И это было весьма очевидно. Я всегда себя считал демократом и никогда не был приверженцем другой партии, но с возрастом я вижу рациональное зерно и во взглядах республиканцев, не сегодняшних, а тех консерваторов, таких закоренелых традиционных республиканцев. И какие-то их взгляды я бы хотел перенять, но в целом я считаю себя традиционным демократом, хоть сейчас у нас уже и не все так просто. Я вырос в рабочем районе Сан-Франциско, который был достаточно бедным. В городе было довольно много таких районов, что позволяло таким семьям, как моя, иммигрантского происхождения, переехать сюда и улучшить свою жизнь. Я бы не сказал, что сейчас здесь есть такие возможности. Сейчас в городе нет мест, которые были бы даже отдаленно доступны бедным людям. И это проблема. Я абсолютно точно поддержу Камалу Харрис и Тима Уолса. И почему? Почему? Я думаю, что выбор очевиден. Люди хотят стабильности в правительстве, а президент Трамп и республиканская партия создали много нестабильности во время президентства Трампа и даже после его окончания. Есть множество примеров, когда Трамп и республиканская партия действовали, чтобы сохранить власть, а не чтобы поддерживать закон и конституцию. Мне платят раз в 2 недели, и выходит обычно от 1200 до 2000 долларов США. А счет для посетителей сколько в среднем? Примерно около 200-500 долларов. То есть не из дешевых ресторанов? Да. Я не очень люблю Камалу Харрис, пусть и голосую за нее. Почему же? Потому что мне кажется, что иного выбора против Трампа у нас нет. А дома остаться для вас не вариант? Нет, я верю в голосование. Я обязательно воспользуюсь правом голосовать. Как вы знаете, президентские выборы в США устроены довольно сложно. Они проходят в 2 этапа. На первом голосуют обычные избиратели. Чтобы проголосовать в большинстве штатов, необходимо зарегистрироваться, либо прийти лично, либо отправить форму по почте. В некоторых штатах, как здесь, в Нью-Йорке, это нужно сделать до конца октября. В других, как в Калифорнии, зарегистрироваться и проголосовать можно в один и тот же день. В-третьих, кстати, как в Северной Дакоте, регистрация вообще не нужна. Вот некоторые штаты сказали, что их такая ситуация не устраивает, что мы хотим, чтобы наш избиратель приходил и удостоверял, что он является гражданином США, что у него есть право голосовать. Соответственно, с другой стороны, либералы и условные демократы сказали, что это ограничивает право американца для того, чтобы подать свой голос. Это первый слой, то, что называют административно-процедурный. Есть второй слой, условно говоря, политико-социальный. Значит, в чем есть определенная специфика?
Кому сложнее всего получить удостоверение личности? Опять же, малоимущие граждане, меньшинства, те люди, которые проживают далеко от городских центров, те люди, которые не могут позволить себе удостоверение личности. Это в основном демократические избиратели. Поэтому демократы говорят, что эти законы нацелены конкретно на понижение демократической явки. Вы приходите, соответственно, с какой-то бумагой, которая показывает, кто вы такой, где вы проживаете, что вы проживаете в этом штате, в этом городе, вас, соответственно, добавляют в избирательные списки. Эта процедура, как правило, делается однократно, но требуется при каждом переезде в следующий другой штат. То есть, если вы переезжаете в другой штат, нужно регистрироваться заранее. Вот. Но если зарегистрировались один раз, то это работает буквально навсегда. Я зарегистрирована как избиратель-республиканец, хотя это не совсем так. Если вы избиратель-республиканец, можете ли вы голосовать за демократов? Конечно. Дело в том, что политическая ситуация изменилась. Мы видим больше радикальности с обеих сторон. Люди сейчас растеряны. Меня очень беспокоит, кто на самом деле представляет нас, кто станет нашим голосом и не поддастся крайностям с обеих сторон. Избиратели приходят голосовать и ставят галочку в бюллетене. Но по факту они голосуют не за своего кандидата, а просто отдают свой голос для того, чтобы его учли выборщики. Именно они голосуют на втором этапе выборов и определяют итог президентской гонки. Всего в коллегии выборщиков 538 человек, представляющих каждый из 50 штатов и округ Колумбия, где Вашингтон столица. Их число выборщиков зависит от размера и значения штата, но представительство все равно получается непропорциональным. В Калифорнии и в Техасе один выборщик представляет более 600 тысяч человек, а в Вайоминге, например, около 200 тысяч. Коллегия выборщиков в системе американских выборов появилась еще в 1789 году в качестве компромисса между прямым народным голосованием и назначением президента членами Конгресса. Считается, что отцы-основатели только что образованных Соединенных Штатов не хотели давать слишком большую власть Конгрессу, но при этом опасались, что избиратели тоже не настолько образованы, чтобы принимать обдуманные решения и выбирать президента. И сейчас многие здесь говорят, что коллегия выборщиков — это вообще-то наследие рабовладельческой системы, потому что, несмотря на то, что в конце XVIII века численность населения в северных и южных штатах была примерно одинаковой, при этом около трети жителей юга были рабами и права голоса не имели. И вот как бы система выборщиков помогала уравнять участие севера и юга в выборе президента страны. Коллегия выборщиков – это действительно пережиток рабовладельческого строя. После основания нашей страны рабовладельческим штатам на юге хотелось иметь больший вес при голосовании, чем они имели бы в противном случае, учитывая, что они не позволяли голосовать чернокожим. Так что это просто пережиток рабовладельчества и российская институция. Мы должны от нее избавиться. Для этого нужно внести поправку в Конституцию. По вашему мнению, если подобная реформа все же будет проведена, это скорее на пользу демократам или республиканцам? Конечно же, в пользу демократов. Кандидат в президенты от демократов выигрывал прямое народное голосование почти на всех последних 6 выборах. Население Манхэттена больше, чем Вайоминга. Но Нью-Йорк получает 2 сенаторов, и Вайоминг получает 2 сенаторов. Коллегия выборщиков несоразмерна численности населения. Голос одного избирателя в Вайоминге весит гораздо больше, чем, например, голос избирателя здесь, в Нью-Йорке. Это несправедливо. Это несправедливо. Выборщики обычно это те люди, которые считаются заслуженными в партии своей. То есть, если, например, это выборщики от демократической партии, то это будет человек, который обладает некоторым авторитетом, некоторым уважением в этой конкретной партии, этого конкретного штата. То есть у демократической партии свои выборщики, у республиканской свои? Да, да. И обе партии, каждая партия каждого штата собирается на свою конвенцию. То есть вы знаете, что есть демократическая конвенция, есть республиканская конвенция, национальная. Есть еще конвенции партийные. Эти конвенции собираются до национальных конвенций. Они назначают, собственно, делегатов на конвенции и избирают выборщиков. Соответственно, да, республиканцы, например, в Пенсильвании выбирают выборщиков республиканцев Пенсильвании, демократы Пенсильвании выбирают выборщиков демократов Пенсильвании. То есть в зависимости от того, за кого было отдано большинство голосов в данном штате, голосует либо та коллегия, либо другая? Как... Да.
Да, то есть две группы, одна группа демократов, другая группа республиканцев, они, соответственно, ждут результатов выборов в этом конкретном штате, и избиратели определяют, какая группа, соответственно, будет... Дают свои голоса. Да. Так вот, выборщики. Обычно они голосуют за того кандидата, за которого проголосовали жители штата. Но бывало и иначе. Например, на выборах 2016 года целых 10 выборщиков проголосовали не за тех кандидатов. Для этого даже есть специальный термин «ненадежный выборщик». В большинстве штатов это незаконно, но точно так же за это, в общем, кроме штрафов $1000, ничего особо не грозит. Если мы поймем, в 14 штатах такой голос может быть аннулирован. Вот. Но это 14 штатов из 50. То есть ненадежный выборщик не может изменить результат выборов, то есть он не может изменить результат голосования в данном штате? В этих конкретных штатах не может. А в других может? А в других может. То есть возникает ситуация, при которой можно подкупить выборщика, как-то его заинтересовать, или он может просто быть каким-то очень идейным? Да, и, в общем, на каждых выборах, примерно на каждых выборах возникает ситуация, что как минимум один выборщик проголосовал даже не за того человека, который был в бюллетене. Потому что выборщик может проголосовать за любого человека, который годится для того, чтобы стать президентом, который подходит под все необходимые требования, чтобы стать президентом. Это может быть Дональд Трамп, это может быть Камала Харрис, это может быть Берни Сандерс, это может быть вождь племени коренных американцев, как это было в 2016 году. Один вождь племени коренных американцев в штате Вашингтон получил один голос от выборщика, который убежденный такой, он решил проголосовать за этого человека. К слову, именно благодаря системе выборщиков Дональд Трамп выиграл президентские выборы в 2016 году, несмотря на то, что в абсолютных цифрах тогда победила Хиллари Клинтон. Она на целых 3 миллиона голосов больше собрала. Ну и, в общем, логичный вопрос, который здесь многие задают. А почему в Соединенных Штатах, которые позиционируют себя как главная демократическая страна мира, нету прямых президентских выборов? Мы, возможно, единственная страна в мире, которая так проводит выборы. И это проблема. Все возмущаются и говорят об этом каждые 4 года. Говорят, что так не надо. Но после окончания выборов люди забывают об этом. Затем наступают новые выборы, и все снова говорят, почему мы делаем это так? Мы делали так всегда. Мы величайшая страна в мире, как мне кажется. Но в то же время нам есть куда расти. Я бы предпочел, чтобы у нас в стране было общенародное голосование или что-то подобное. В нем будет больше смысла. Так мы дадим таким штатам, как Нью-Йорк, больше власти. Это сделает наш голос громче на национальном уровне. Да, нам нужны реформы в нашей общей политической системе. Она была разработана много лет назад, сотни лет. Я думаю, как и все вокруг, мы меняемся, развиваемся, и система тоже. Очень важно, чтобы мы могли менять систему так, как это необходимо. Даже те, кто ненавидит коллегию выборщиков, не смогут изменить Конституцию. Так что у нас нет вариантов. Среди преимуществ коллегии выборщиков я бы назвал то, что она заставляет политиков, претендующих на пост президента, уделять внимание штатам, на которые они в противном случае не обратили бы внимания. Не будь коллегии выборщиков, республиканские политики бы просто сконцентрировали усилия на крупнейших республиканских штатах во главе с Флоридой и Техасом, а демократы на крупнейших демократических штатах, таких как Калифорния и Нью-Йорк. Мы приехали в Вирджинию, это рядом со столицей Вашингтоном, и вот здесь, как видите, уже идет голосование. Вон желтая надпись «Парковка только для избирателей», вон кругом агитация стоит, это не запрещено. И в день выборов тоже можно... Вы спросите, как уже идет голосование, если выборы только в ноябре, а мы вот в конце сентября снимаем. Это так называемое предварительное голосование. Оно в Вирджинии начинается примерно за 45 дней до основного дня голосования. Причем в каждом штате эта дата смещается туда-сюда. То есть, если вам кажется, что это в России бывают длинные трехдневные, скажем, выборы, то нет, вот здесь в течение практически 1,5 месяцев можно голосовать. Но когда вы, наконец, добрались до избирательного участка, вы получаете бюллетень, вот так он выглядит, это образец, и здесь сразу несколько голосований. Вот за президента, вот Хэррис, вот Трамп. Здесь выбирается член Палаты представителей, здесь выбирается местный мэр, здесь выбирается член городского совета,
Здесь член школьного совета, причем, обратите внимание, везде есть возможность вписать своего кандидата. Если вам не нравится Трамп, Харрис или те, кто там есть, вы можете вписать там «моя мама такая-то, такая-то», например, и здесь можно вписать. И еще проводится пара опросов. Этот вопрос касается поправок в Конституцию штата относительно прав вдов, умерших или погибших военнослужащих. Здесь же опрос касательно займа, который власти хотят разместить. И то, что это единый бюллетень с таким количеством вопросов, это своего рода страховка от вбросов. Потому что если кто-то решил вбросить за Харрис, условно, то тогда ему нужно также сфальсифицировать выборы за депутатов, за мэра, за члена школьного совета, за члена городского совета. И, в общем, поскольку это разные уровни власти, и федеральная, и органы местного самоуправления, и здесь есть реальное разделение властей, то договориться практически невозможно было бы. Хотя, конечно, если кто-то хочет заявить, что вбросы были, он всегда может это сделать, потому что, например, есть голосование по почте, оно здесь широко распространено. В некоторых штатах голосуют с помощью электронных машин, в некоторых с помощью классических бюллетеней, как здесь. И вот, например, Трамп в 2020 году, если помните, заявлял, что его обошли с помощью вбросов. И по-прежнему эта версия очень популярна среди республиканцев, и как бы никто не застрахован одним единым бюллетенем от того, что какой-то кандидат захочет сделать такое заявление и сделает. Как пример Трампа, опять же, нам показывает. Давайте мы разделим с вами избирателей на, условно, две группы. Да, одна группа будет условно демократы, другая будет условно республиканцы. Демократы скорее проголосуют не лично, они скорее проголосуют дистанционно. Это связано с тем, что электорат демократической партии, например, часто включает в себя малоимущих, которым неудобно прийти на избирательный участок в нужное время, им удобнее отправить бюллетень по почте. Людей, которые часто путешествуют. Опять же, удобно отправить по почте. Например, людей, которые относятся к меньшинствам. Опять же, они скорее проголосуют дистанционно. Республиканские избиратели скорее проголосуют лично. То есть он скорее придет ножками на избирательный участок. Значит, тут, наверное, специфика американских выборов. Голоса, присланные заранее, присланные тем или иным дистанционным образом, считаются в последнюю очередь. То есть, когда открывается подсчет голосов сразу после закрытия избирательного участка, первым делом считаются голоса в урнах, которые избиратели вбросили Там лично. больше республиканцев. Там больше республиканцев. А потом подсчитывают голоса, которые поданы дистанционно, и там больше демократов. Совершенно точно. Интересно, я как раз пишу колонку в «Нью-Йорк Таймс» о том, как высшее руководство в Соединенных Штатах зависит от системы сдержек и противовесов, как в политическом плане, так и в плане корпоративного управления. Для руководства первоочередную важность имеет умение слушать, прислушиваться к советам как от своих подчиненных, так и от себе равных, от совета директоров и от общества, в котором мы живем. Система сдержек и противовесов, не авторитарный стиль управления — основа всего, во что я верю. Соединенные Штаты на данный момент разрываются между своими корнями демократической страны, зависимой от сдержек и противовесов, и Дональдом Трампом, который пытается избавиться от этих сдержек и противовесов и стать каким-то королем. Я выросла на юге США. Я живу в Калифорнии, но родилась в Мемфисе, штат Теннесси. Вот вам поляризация. Большинство людей в Мемфисе верят в одно. Большинство в Калифорнии — совершенно другое. Как вы знаете, в США 50 штатов. Вот тут вот развиваются их флаги. И как проголосуют плюс-минус 43 из них, известно заранее почти наверняка. Большинство штатов десятилетиями выбирают кандидатов от одной и той же своей партии. Более консервативные центральные штаты по традиции республиканцев выбирают, а более либеральные на западном и северо-восточном побережье — демократов. Поэтому настоящее сражение всегда разворачивается в так называемых swing states, колеблющихся штатах. Именно туда чаще всего приезжают кандидаты во время кампаний. На эти кампании, именно на эти штаты выделяются самые большие рекламные и прочие бюджеты. Колеблющийся штат — это тот штат, который обычно традиционно голосует в рамках погрешности опроса общественного мнения. То есть примерно где-то 3% разницы.
Как правило, колеблющимися называют именно те штаты, которые именно традиционно так голосуют. То есть, например, Пенсильвания будет самый типичный пример. Пенсильвания голосует то за демократа, то за республиканца, и разрыв всегда очень, очень маленький. В этом году колеблющимися считаются 7 штатов: Невада, Аризона, Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Джорджия и Северная Каролина. Именно от результатов голосования там, скорее всего, будет зависеть, кто победит на выборах. Поэтому проблемы именно этих конкретных штатов чаще всего выходят на первый план в нынешних предвыборных дискуссиях. К примеру, в Аризоне это дискуссия про запрет абортов. В Неваде, где казино, где Лас-Вегас, проблема индустрии, развлечений и безработица. А в Мичигане, где живет много мусульман, отношение к войне между Израилем и Палестиной. Такова американская система. Большинство штатов тяготеет к людям с определенными политическими взглядами. Штаты на побережье, как правило, тяготеют к демократам, а более мелкие сельскохозяйственные штаты — к республиканцам. Да, несправедливо, что у штатов вроде Вайоминга больше власти на одного человека, чем у штатов вроде Калифорнии. Но республиканцы бы сказали, что несправедливо также и то, что Техас, второй по величине штат США, обладает меньшей властью, чем Вайоминг или Вермонт. Вермонт очень маленький, но при этом либеральный штат. Его влияние на исход выборов также несоразмерно. Так что это работает в обе стороны. Вы говорили, что ваши взгляды более центристские, чем у вашей дочери. Думаю, да. Как бы вы описали свои взгляды? Я бы сказала, что у меня скорее левые политические взгляды. Конечно, я не радикал. Я думаю, радикализм с любой стороны очень опасен. Я определенно за демократию, за возможность для каждого свободно выражать себя без осуждения и без вмешательства правительства. Вы будете голосовать в этом году? Да, буду. Могу я спросить, за кого? Да, я, наверное, проголосую за вице-президента Камалу Харрис и Тима Уолтса. Почему? Потому что они намного лучше соответствуют моим политическим пристрастиям. А еще потому, что эти выборы снова превратились в необходимость выбрать меньшее из зол. И, по-моему, это Камала Харрис. Потому что Дональд Трамп, на мой взгляд, не представляет американскую демократию. Он вышел за все рамки. Да, любовь моя. Он вышел за все рамки и поступает как враг демократии. Камала Харрис, я думаю, поклялась защищать определенные свободы и права, особенно женщин и меньшинств ЛГБТК+. И я думаю, что это важно, потому что это нужно, чтобы люди могли жить так, как они хотят, без осуждения. А Дональд Трамп пообещал положить этому конец. Каково это быть демократом в Техасе? Ведь Техас известен как красный штат. Да, но мои школьные друзья тоже были за демократов и придерживались левых взглядов. И вообще, большинство людей моего возраста, которых я знаю, демократы и левые. Так что я никогда не сталкивалась с проблемами с осуждением. Конечно, среди моих сверстников есть республиканцы и люди с более правыми взглядами. Но у меня свои осознанные взгляды и убеждения. И меня это не беспокоит. Все могут придерживаться своих взглядов, у всех свой путь, и я не собираюсь пытаться это изменить, потому что нет смысла об этом спорить. Если человек во что-то верит, я с этим поделать ничего не могу. Крупные города, даже средние города и большие города в красных штатах, в республиканских штатах, также являются демократическими. А в таких больших оплотах демократической партии, как Калифорния и Нью-Йорк, это и подавно. Камала Харрис родилась в 1964-м в калифорнийском городе Окленд. Это вот там, по другую сторону залива от Сан-Франциско. Ее родители занимались наукой. Мама, эмигрантка из Индии, исследовала рак молочной железы. Отец, уроженец Ямайки, преподавал экономику в Стэнфорде, где, кстати, стал первым темнокожим, получившим должность на экономическом факультете. Существует ошибочное мнение, что Харрис афроамериканка. На самом деле она темнокожая американка с азиатскими корнями или темнокожая индоамериканка. Так она говорит о себе сама. Когда Камале исполнилось 7 лет, ее родители развелись, и она вместе с сестрой и матерью переехала в один из бедных афроамериканских районов Беркли.
Впрочем, в школу она идет в белом элитном квартале. В 70-х в Штатах как раз начинается десегрегация школьного образования, и темнокожих детей автобусами отвозят в школы в исторически белых районах. После школы Харрис едет в Вашингтон, Д.С. изучать политику и экономику в Говардском университете, где всегда учились темнокожие, а затем возвращается сюда, в Калифорнию, и заканчивает юридический колледж в Калифорнийском университете здесь, в Сан-Франциско. В 1990-м Харрис начинает работать в должности помощника окружного прокурора округа Аламеда. К нему относится Окленд, где она расследует сексуальные преступления в отношении детей. Дальше ее карьера развивается очень быстро. В 1998-м она становится помощником окружного прокурора Сан-Франциско. В 2003-м обходит на выборах бывшего начальника и сама занимает должность прокурора. А уже в 2011-м становится генеральным прокурором всей Калифорнии. В области залива ее хорошо знают мои коллеги, люди, с которыми я работаю. В 2009-м я проходил практику в офисе окружного прокурора Сан-Франциско. Тогда она как раз была окружным прокурором Сан-Франциско. Она была очень занята, так что у меня не получилось с ней познакомиться. Но я работал с юристами, которые были у нее в подчинении, и все о ней очень хорошо отзывались. Говорили, что она просто замечательная, что она человек высоких моральных принципов и ценностей. И я думаю, что из нее получится отличный президент. Она была окружным прокурором. И она была сенатором. Я не собираюсь говорить, что Камала Харрис... И она была очень хорошим прокурором. Я имею в виду, что сейчас есть люди, которые отсиживают пожизненные сроки за марихуану. Есть люди, против которых она выдвигала обвинения. Они проводят всю свою жизнь в тюрьме из-за марихуаны. Потому что законы были другими. Но они все еще там. Это ненормально. Она следовала закону. Они все еще там. Это правда. Я согласна с этим. Отсиживают пожизненно из-за травы. Но многие заключенные – преступники, как, например, убийцы. О, они выходят. Они выходят из тюрьмы. В 2016-м Камала Харрис стала первой в истории сенатором-индоамериканкой, а в 2020-м – первой темнокожей женщиной-вице-президентом. У Харрис, в отличие от ее оппонента Трампа, скандалы вокруг которого обсуждают тут каждый день, почти идеальная биография. Пожалуй, за исключением двух нюансов. Критики обвиняли Камалу в том, что на посту прокурора Сан-Франциско она бывала слишком либеральна. Например, припоминают ей, как она отказалась добиваться смертной казни преступника, который застрелил полицейского. Другая история касается личной жизни Харрис. Ей приписывают роман с влиятельным калифорнийским политиком Вилли Брауном, который старше ее на 30 лет и на момент их отношений был женат. Браун подтвердил, что встречался с Харрис в 1994-м, когда Камала еще работала помощником прокурора. Браун в то время был спикером Ассамблеи штата, это как областная дума в России. И он назначил Камалу на посты в двух местных комиссиях. Ничего слишком почетного, но на этих должностях Харрис зарабатывал около $80 тысяч в год, в дополнение к своей зарплате в прокуратуре. Критики Харрис, в первую очередь, конечно, сам Дональд Трамп, считает, что именно благодаря отношениям с Брауном Харрис и получила пост прокурора Сан-Франциско. Есть, кстати, забавная история о том, как Дональд Трамп с тем самым Вилли Брауном спустя много лет летели в одном вертолете и обсуждали как раз их роман с Харрис. Вернемся к этой истории во второй серии, потому что она больше рассказывает про Трампа, чем про Харрис. Напомните мне, когда дойдем до этого. Но это все было в 90-х. Сейчас Камала Харрис уже более 10 лет замужем за адвокатом Дагом Эмхофом. В прошлом году он бросил работу в юридической фирме для того, чтобы сосредоточиться на роли второго джентльмена в стране. Общих детей у пары нет. Но Харрис участвовала в воспитании сына и дочери мужа от первого брака – Коула и Эллы. Как рассказывают медиа, они называют ее лучшей в мире мачехой и мамалой – сочетание слов «мама» и «Камала». После того, как второй номер Дональда Трампа Джей Ди Венс назвал Камалу Харрис бездетной кошатницей, за нее вступилась даже бывшая жена Дага Керстен, заявив, что Камала больше 10 лет была любящим и заботливым сородителем. Она невероятно талантлива. Если вы посмотрите на ее достижения, то они говорят сами за себя. Думаю, Камала на посту президента принесет стране гораздо больше пользы. Например, политические решения Камалы Харрис, на мой взгляд, принесут гораздо больше пользы мигрантскому сообществу, чем любые шаги, которые мог бы предпринять президент-республиканец.
Они тратят миллиарды долларов на мигрантов. А когда чернокожие просят репараций, им говорят, что у них нет денег. Так не бывает. Как вы можете говорить, что у вас нет денег на жилье, на образование, и при этом обеспечивать мигрантов всем, что им нужно? Они не хотят давать нам кредиты, деньги, которые нам нужны, чтобы встать на ноги, равные возможности, чтобы встать на ноги. А республиканцы, с другой стороны, не хотят делать ничего, чтобы помочь нам чего-то добиться. Мы в безвыходном положении, и нам говорят голосовать за Камалу Харрис. Если посмотреть на ее платформу, на ее сайт, она всего один раз упоминает чернокожих людей. Все, что мы можем от нее получить, упоминается только в контексте всех американцев. Но черные американцы не равно все американцы. И мы не то же самое, что мигранты. Мигранты приехали сюда по собственному выбору, а нас сюда привезли насильно, закованными в цепи. Я родился в Сальвадоре, и когда мне было 6 лет, меня перевезли в Сан-Франциско. Мои родители приехали в США на несколько лет раньше, спасаясь от гражданской войны в Сальвадоре. Когда мой отец прибыл сюда, он подал заявление на получение убежища в США, и ему предоставили убежище. И потом мы тоже получили статус беженцев благодаря моему отцу. Мы воссоединились здесь. Было тяжело, особенно в 90-х и в 2000-х годах. Оба мои родители работали. Отец работал каждый день недели, столько, сколько я себя помню. Существует мнение, что город уже не такой безопасный, как был раньше. Много лет, с тех пор, как я здесь вырос, Сан-Франциско считался очень мирным и безопасным городом. Это мнение изменилось за последние несколько лет, и не безосновательно. Есть много видимых признаков бедности, есть проблемы с бездомными, с наркотиками и проблемы с уборкой и чистотой в тех районах, которые раньше были гораздо более приятными. Вторая проблема в Сан-Франциско — это недоступность жилья. Средний и низший класс людей по факту вытеснены из города, и теперь он стал похож на игровую площадку для богатых. Есть ощущение, что правительство не делает достаточно, чтобы построить больше жилья, при этом сделав ограничения по зонированию слишком строгими, что препятствует строительству. Город и так уже достаточно тесный. Эти проблемы беспокоят избирателей, и пока не ясно, что будет сделано для их решения. В 1846-м, когда США захватывают территорию современной Калифорнии у Мексики, на этом месте было небольшое торговое поселение под названием Йерба-Буэна. Но 2 годами позже в Калифорнии находят золото, и деревушка превращается в Сан-Франциско, один из крупнейших городов американского Запада с дорогами, школами и больницами. Через 100 лет, в 1960-х, Сан-Франциско становится центром американской контркультуры, движения хиппи и всего, что с ним связано, свободы, рок-н-ролла и наркотиков. В 90-е в Сан-Франциско происходит еще одна революция, технологическая. В прилегающую к городу Кремниевую долину съезжаются IT-компании и антрепренеры со всей Америки. Однако сегодня многие, особенно в лагере республиканцев, называют Сан-Франциско failed city, провалившийся город. Потому что здесь на улицах ощутимо много бездомных. Даже по американским меркам, где их в принципе больше, чем в России, так визуально, здесь их очень много. Более того, целые кварталы превратились в места, где могут употреблять наркотики прямо на улице. Растет преступность. Ну как преступность? Мелкие кражи. Если украдено нечто на сумму до нескольких сотен долларов, то вероятность того, что виновника отпустят на следующий день, практически без обвинений, приближается к 100%. Вот мы сейчас на Юнион Сквер. Это самый центр Сан-Франциско. Тут кругом дорогие магазины, 5-звездные отели, все такое. И при этом, опять же, полно бездомных и всяких сомнительных личностей. Республиканцы приводят это все как пример того, до чего могут довести либеральные нормы, когда о правах бездомных и мелких жуликов пекутся больше, чем о добропорядочных жителях.
Демократы, разумеется, не согласны с самим фактом того, что Сан-Франциско failed. Я не думаю, что это провалившийся город. Конечно, есть некоторые места в Сан-Франциско, в Портленде, в крупных городских районах, где можно встретить слишком много бездомных. Я думаю, что это проблема всей нашей экономики на данный момент. Проблемы с бездомностью и бедностью в Сан-Франциско не столь лишь отличаются от тех, что существуют в Нью-Йорке или в Лос-Анджелесе. Разница в том, что теперь есть районы, где раньше не было проблемы с бездомными. А теперь она есть. И этот резкий контраст заставляет людей думать, что ситуация здесь хуже. В то время как в Нью-Йорке стало практически нормой, что в метро будут бездомные, и это не является чем-то необычным. На что обращаешь внимание, когда приезжаешь в Нью-Йорк? Сколько здесь бездомных на улице? Всегда было немало, но после ковида стало как-то совсем много. Прямо заметно. Для меня, приезжающего в Нью-Йорк регулярно последние 25 лет. И что, кстати, радикально отличает американские города, в частности Нью-Йорк, от российских городов, здесь на улице много людей с явными психическими отклонениями, с проблемами, вот, которые поют песни, орут, там что-то кричат. Они не агрессивные, но, в общем, такие, очевидно, нездоровые люди. И здесь другое к этому отношение. Здесь считается, что они, как бы, раз они выбрали быть на улице, не опасны для окружающих, это норм. Всегда было такое отношение. Но сейчас это как-то прямо заметно стало на общем фоне. Как будто бы тоже таких людей стало больше. И по этому поводу в Нью-Йорке перед выборами тоже идет некая дискуссия. Тенденция рассматривать это как проблему уличной преступности лишь усугубляет сложившуюся ситуацию, поскольку людей сажают в тюрьму, держат их там какое-то время, а потом снова выпускают на свободу. Только вот это не помогает им найти себе жилье и какую-либо поддержку. Чего нам действительно не хватает, так это программ психологической помощи и вспомогательного жилья, мест, где люди могут временно поселиться и получить необходимое лечение. Эту проблему сейчас и пытаются решить местные власти. Более того, мы пытаемся возвести больше жилья с помощью поправок к закону о зонировании. Еще одна вещь, которую нельзя не заметить в современном Нью-Йорке, здесь повсюду пахнет травой. В 2021 году в штате Нью-Йорк она была полностью легализована. Можно спокойно употреблять и даже хранить дома до 2 килограмм. Мы тут были с сыном некоторое время назад, и он такой у меня правильный парень, он очень не мог понять, говорит, банальный антибиотик в аптеке, нужен рецепт, и ничего не продадут. А трава, пожалуйста. Как так? Я не нашел, что ему ответить, если честно. Причина, на самом деле, конечно, в первую очередь финансовая, потому что торговля узаконена, и, значит, в бюджет идут налоги. Хорошие идут налоги. Кроме того, сторонники легалайза считают, что это помогает бороться с употреблением тяжелых наркотиков в бедных районах. Вообще, проблема наркозависимости продолжает оставаться очень острой в Америке. В прошлом году от передоза умерли 107 543 человека. Это на 3% меньше, чем годом ранее. Но если смертность от опиоидов снизилась, то от кокаина и метамфетамина, наоборот, возросла на 5 и на 2% соответственно. Марихуана часто использовалась для того, чтобы под ложным предлогом сажать людей в тюрьму, особенно темнокожих. А этот закон как бы уравнивает всех в правах. Это отвратительно. Это просто отвратительно. Вот у меня мальчик, вот я здесь очень давно подстригаю. И я очень много детей вырастил на своем кресле. Ну, им, например, было 4 годика, сам сейчас 25 им, например. И стало все из провой травки. И этот мальчик уже 19 лет, он умер от газировки героине. Вот так все началось. И то есть он перешел с травы на героин? Да. Мальчик был очень хороший. Семья была очень замечательная. Папа у него рок-н-ролл, такой, знаете, как бы известный певец. И вот потерял сына в 19 лет ему. Все. Сейчас им по 60 лет уже не смогут сделать Вы это ребенка. связываете с легализацией? Да, потому что когда понимание людям говорят, что это теперь возможно, это говорят, это же легально, папа говорят, и все вдруг. И такое ощущение, что скоро будет кокаин легальный, либо чтобы продать
кому-то и сказать, это будет чистый кокаин, если например, такое ощущение, что к этому идет. Легализация наркоты здесь очень страшно, я против этого. Это привело к открытию очень многих нелицензионных магазинов. За последние полгода полицейские департаменты, и закон был откорректирован, полицейские департаменты получили больше полномочий в плане борьбы с вот такими, значит, магазинами. А лицензии продолжают, значит, выпускаться, а лицензионные магазины продолжают открываться, и я думаю, что через пару-тройку лет этот сегмент рынка будет стабилизирован. То есть приток налогов увеличился в казну штата? Насколько? Значительно? Незначительно. Незначительно. То есть бюджет штата – это где-то 240 миллиардов долларов. А с марихуаной мы говорим о миллионах. То есть это было скорее все-таки политическое решение, нежели экономическое? Вы знаете, и то, и другое. Все политические решения, которые принимаются, имеют какую-то экономическую подоплеку. Но и экономические решения должны быть, а также политически грамотными. И я думаю, что организаторы этого дела немного просчитались, но все просчеты были учтены, и сейчас, я думаю, мы на верном пути. В Сан-Франциско вообще большие проблемы с наркотиками. Я имею в виду уже тяжелые наркотики. Пару лет назад от передозировки умирало по 2 человека в день. Каждый день? Каждый день, в основном на улицах. Больше всего беспокоит то, как решают эту проблему правоохранительные органы и как люди попадают в лечебные программы. Наш мэр много работал над созданием системы, в рамках которой люди будут проходить лечение и реабилитацию. Но есть опасения, что не все воспользуются предоставленными возможностями. Думаю, заметное снижение количества бездомных на улицах во многом связано с тем, что людей вывозят из города, выдавая им билеты на автобусы, другие населенные пункты или направляя их в наркотические реабилитационные центры. То есть им просто дают деньги, чтобы они уехали отсюда, или все гораздо сложнее? Это один из способов решения проблемы — заставить людей переехать в другое место. Но я бы не сказал, что это единственный способ. Чтобы они стали чьей-то чужой проблемой? Безусловно, да. В первый год пандемии в Сан-Франциско, где, как вы понимаете, огромное количество жителей занято в IT, полностью все перешли на удаленку. Когда ковид прошел, многие решили с удаленки не возвращаться и работать из дома. В итоге к концу 2023 года пустыми оставались четверть офисных площадей в самом центре города. Еще по статистике, Сан-Франциско – самый бездетный крупный город Америки. По данным за 2022 год, только 13% населения были моложе 18. Как шутят сами местные, у нас больше собак и кошек, чем детей. Мы помним, что детей нет и у уроженки Северной Калифорнии Камалы Харрис. Это экономическая проблема, а также признак нашей эпохи. Люди заводят детей позже. Также есть проблема бесплодия в плане репродуктивной системы у людей среднего возраста. Но стоимость ухода за детьми — вот главный камень преткновения. Если вы живете в этом городе и у вас есть дети, то оба родителя должны работать. И надо учитывать, что стоимость ухода за детьми очень высока. То есть надо оценивать, сколько денег у вас останется на содержание семьи после того, как, выйдя на работу, вы оплатите услуги по уходу за ребенком. Здесь очень много приезжают людей, которые стартапы запускают, которые запускают свои бизнесы. Здесь очень много технологических компаний и привлекает, соответственно, более такую молодую демографику, то есть люди 20, 30 и начало 40 лет, которые очень сильно инвестированы в свою карьеру, которые хотят много работать, много всего добиться. Я очень люблю Сан-Франциско. Это один из моих самых любимых городов. Но мне кажется, люди, которые живут за пределами, любят очень сильно вот так вот над Сан-Франциско поругаться. На самом деле в любом большом городе есть определенные проблемы. Да? То же самое транспорт, или безработица, или бездомное население. Оно есть везде. В Сан-Франциско просто это очень сильно из-за
технологического прогресса, из-за Tech World и стартапы, и все это вместе, оно просто подсвечивает еще больше. Раз вы живете здесь уже 30 лет, то, полагаю, любите этот город. О, это замечательное место. Калифорния и западное побережье в целом просто очень позитивное место. Здесь высокое качество жизни, здесь много всего. Тихий океан, Тахо, Йосемити, пустыни, хорошая еда и хорошее вино. И еще замечательная погода большую часть года. Я всегда говорю, что гуляя по улицам города, чувствую себя в полной безопасности. Никто к тебе не пристает, никто не доставляет никаких неприятностей. Да, могут приставить пистолет, чтобы отобрать телефон. Со мной однажды такое случалось. Но я думаю, что обычно к такому прибегают люди, находящиеся в сложной экономической ситуации, а не по каким-то другим причинам. Понимаете, у многих может быть непростая жизнь. Очень сильно выросли цены, все очень сильно подорожало. Начиная от продуктов, то есть если раньше можно было что-то купить за, грубо говоря, за $100 в продуктовом магазине, сейчас это то же самое будет стоить 160-180. Как вам кажется, в целом сейчас экономика США в лучшем состоянии, чем через 4 года назад, или в худшем? Это, мне кажется, очень сложный вопрос. Так просто ответить сложно. Здесь много компонентов, на какое можно посмотреть. Например, в 2022-2023 была очень большая безработица. Даже если мы смотрим на ежемесячные отчеты, то есть все равно получается, что цифры относительно высокие. И каждый раз, когда начинается отчетность, то рынки начинают колебаться просто потому, что все начинают нервничать, что безработица не так сильно снижается, то есть все равно относительно высоко. 4 года назад, конечно же, она была меньше. Опять-таки случилась пандемия, случилась инфляция очень большая, случились очень большие лей-офф, в том числе в технологии, просто потому что в 2021 году рынок рос очень быстро, и компании перенанимали людей. Соответственно, когда поднялись ставки и капитал стал не так просто получить, начали делать обрезание рабочей силы, и многих очень начали увольнять. Сколько нужно зарабатывать для комфортного проживания здесь, в Вашингтоне? В округе Колумбия. Если вы холост, то, думаю, в зависимости от места проживания, то 40-60 тысяч долларов в год. Если у вас семья, и вы зарабатываете меньше 100 тысяч в год, я не понимаю, как вам это удается. Я могу сказать, что вот ковидное время очень сильно повысились цены на жилье, повысились ставки на кредитование ипотечное, и так далее. Вот. А в целом за 10 лет, за последние 10 лет, да, вот когда я приехал, есть такой индекс пиццы. Да. Вот. И когда я приехал, пицца стоила вот в Бруклине $1.75. А сейчас? А сейчас, наверное, за 3 это самое низкое. То есть троекратно? Найти. Ну, не троекратно, а... Два раза? Ну, примерно, да, 2 раза. Сколько нужно сейчас зарабатывать в Нью-Йорке, чтобы чувствовать себя комфортно? Очень сильно зависит от, той жизни, которую ты ведешь, и того места, где живешь. То есть, если... Это хороший вопрос. То есть я очень простой человек, мне много не нужно, да. Я считаю, что, наверное, $10 тысяч это будет достаточно. Месяц, для соответственно. месяца. То есть 120 в год? После вычета налогов. Это на семью или на человека? На человека. А сколько вы платите налогов? Вы знаете, конечно, да? Да. Я плачу 35% налогов. Вы знаете, на что идут эти деньги? Как налогоплательщик? Да, я знаю, на что они идут. Там есть разные составляющие, то есть на весь штат, полиция, школы, федеральный налог,
и так далее. Справедливо вы платите налог, как вам кажется? Мне кажется, что да, но я понимаю, что я все-таки нахожусь в более привилегированном положении, и на мне не так сильно это отражается. Вы считаете справедливым то количество налогов, которые вы должны платить? Frankly, no. По правде говоря, нет, но это больше по вине нашей налоговой системы, в которой миллиардерам вообще не надо платить налоги. А вот мне, пусть я и плачу не очень много, я все равно отдаю больше миллиардеров, что меня не устраивает. Вы платите больше миллиардеров? Да, все так. В смысле? Такие люди, как Илон Маск, Билл Гейтс, многие из них вообще не платят налогов. Гендиректоры таких корпораций, как Netflix, тоже не платят. Они не платят налоги? Мне кажется, что наше правительство, вне зависимости от партии, берет ультрабогатых под крыло. Я все равно не понимаю, почему они не платят налоги. Вы имеете в виду, что они могут их уменьшить? Многие из этих корпораций просто не платят налоги, а то, что ультрабогатые платят в налогах, по сравнению со мной, сущие копейки. А вы знаете, на что идут ваши налоги? Да, знаю. Большинство из наших налогов идет на содержание полиции, много идет на общественные блага, инфраструктуру, дороги, образование, библиотеки, также на субсидии для ультрабогатых, для Кремниевой долины. Это честно, как считаете? Я не очень довольна тем, как правительство спасает корпорации. Я бы хотела, чтобы больше моих налогов шло на образование и библиотеки. О программе демократов. Если коротко, она классически левая. Что касается экономики, Камала Харрис говорит о максимальной соцподдержке беднейших слоев населения и среднего класса, предлагает увеличивать налоги для богатых, выдавать американцам $25 тысяч на покупку первого жилья, списывать медицинские долги, а они есть у более чем 100 миллионов жителей этой страны, снижать цены на рецептурные лекарства и запретить спекуляцию ценами на продукты питания. Я думаю, что ее намерения, безусловно, благие, но с экономической точки зрения меня беспокоят возможные нежелательные последствия. Субсидирование покупки первого жилья может привести к росту цен на недвижимость. И я, например, не знаю, каким образом может быть реализовано ограничение цен на продукты питания. Это может привести к дефициту. На мой взгляд, она сосредоточена на том, чтобы победить на выборах. А ведь то, что кандидат говорит, пытаясь выиграть выборы, может сильно отличаться от того, какой может быть его реальная политика после прихода к власти. Она сделала несколько заявлений, которые не имеют особого смысла. Например, обвинила в повышении цен спекулянтов и обещала привлечь их к ответственности. Для меня это ужасная идея. Потому что кто будет определять, какая цена является справедливой? Даже люди, имеющие дело с финансовыми рынками, постоянно спорят об этом. Например, все удивлены, что цена на нефть в настоящий момент падает, хотя многие думали, что она вырастет. Так что идея о том, что в Вашингтоне соберется группа людей и договорится о том, какой должна быть справедливая цена на масло или яйца, это напоминает мне госплан в Советской России. Проблема нашей экономики сейчас заключается в том, что богатые становятся богаче, а бедные – беднее. Это связано с изменением налогового законодательства со времен Рональда Рейгана в 1980-е годы, которое позволило богатым обогащаться еще больше. Это был выбор. Мы можем сделать другой выбор и решить эту проблему нашей экономики. Это не должно быть алгоритмом, когда богатые становятся беспредельно богаче. Вы согласны с тем, что богатые люди в Америке должны стать менее богатыми? Да, на 100%. Я бы сама с радостью платила больше налогов. Нам нужно облагать богатых налогами больше, чем мы облагаем их сейчас. Настоящий подъем нашей экономики наблюдался со Второй мировой войны до 1980-х годов. Это был период невероятного роста. Подоходный налог тогда был на самом высоком уровне и составлял почти 90%. Налогообложение для богатых было гораздо выше, чем сейчас. Со времен Рональда Рейгана начали уменьшать налоги в рамках мифа об экономике просачивания благ сверху вниз, который в настоящее время практически полностью развенчан.
Только сегодня в «Нью-Йорк Таймс» была опубликована статья о том, что частный капитал сделал с отделениями скорой помощи в Соединенных Штатах. Когда частные инвестиционные компании скупают и пытаются сократить отделение неотложной помощи, они пытаются снизить расходы. Они не заботятся о здоровье пациентов. Это медицинский центр университета Джорджа Вашингтона. Там написано «Институт Рональда Рейгана», потому что Рейгана именно сюда привезли после знаменитого покушения в марте 1981 года, с чем связан не менее знаменитый диалог, когда раненый Рейган спрашивает своего хирурга: «Доктор, надеюсь, вы республиканец?» И хирург отвечает: «Сегодня, господин президент, мы все республиканцы». Это так, к слову. Про медицину. Медицина и здравоохранение – краеугольный камень этой кампании, и об этот камень рискуют споткнуться оба кандидата. Многое в системе здравоохранения США для нас странно и удивительно. Например, США – одна из лишь 6 стран в мире, которая не гарантирует матерям отпуск по уходу за ребенком. Его могут позволить себе только четверть работников частного сектора. А еще США – одна из 11 стран, не гарантирующих больничный. И 74% взрослых американцев опасаются, что не смогут расплатиться за экстренные медицинские расходы. Дело в том, что медицина в Америке в основном частная. Ее качество и стоимость сильно варьируются от клиники к клинике. Но в целом в США болеть очень дорого, и медицина, неважно, в частной клинике или в государственной, очень дорогая. Все медицинские счета очень большие, но это из-за страховых компаний, которые хотят зарабатывать деньги. Потому что вообще-то у каждого человека, у которого есть работа, есть медицинская страховка. Он также застрахован государством после 65 лет, когда он выходит на пенсию. Это называется Medicare. Но ты тоже платишь. А сколько, зависит от твоей страховки. И, например, у Дэниела 2 недели назад было сотрясение мозга из-за его мотоцикла. Да, я разбил свой мотоцикл. И поехал он в приемное отделение. Я послал его в приемное отделение в больнице. И несмотря на то, что я работаю там, это ничего не значит. Они проверили его, сделали МРТ, проверили мозг, и невролог обследовал его, хирург обследовал его. И вчера он получил счет $28 тысяч. Но у вас есть страховка? Да. Да, у него есть страховка. Это ничего страшного, да. Так что он должен будет заплатить только $5 тысяч. Да, это совершенно нормально. Но я плачу каждый месяц за свою медицинскую страховку. То есть, если бы у него не было медицинской страховки, ему пришлось бы заплатить... $28 тысяч. $28 тысяч. И они знают, как получить их от тебя. Как правило, медицинское страхование в этой стране работает так. У вас должна быть работа, и работодатель предлагает вам медицинскую страховку. Если у вас нет постоянной работы, тогда придется покупать страховку частным образом на рынке. Поэтому в Калифорнии есть программа, которая называется Covered California. Она основывается на вашем доходе, и через нее можно получить медицинскую страховку. Но экономически многим сложно позволить ее себе. Опять же, при наличии медицинской страховки страховое покрытие зависит от ваших отчислений. И, возможно, придется много заплатить из своего кармана за услуги или продукты, которые вы получили до того, как все 100% покроет страховка, если вы понимаете, о чем я. Приличная семейная страховка, вероятно, обойдется в сумму около $3000 в месяц. Работодатели обычно покрывают минимум 80% этой суммы, а сотрудники 20%. Эта средняя сумма может меняться. Все зависит от работодателя. Иногда это 10%, иногда больше. К тому же вам не оплачивают все расходы. Когда вы идете на прием в больницу, вы все равно платите за совместное страхование, за невозмещаемый минимум. Это тоже прибавляется к сумме. Бороться с дороговизной медициной демократы пытаются давно. Своего рода революцию в свое время устроил Барак Обама, когда в 2010 году подписал закон о доступном здравоохранении. Он известен как Obamacare. Эта реформа позволила американцам с небольшими доходами получать медстраховку по низкой цене, часто буквально за $10 в месяц, что по американским меркам ничто. По последним данным, на Obamacare подписано 45 миллионов американцев, и популярность этой программы, в том числе в республиканских штатах, растет. При этом республиканцы критиковали, по крайней мере, всегда Obamacare. Трамп его очень не любит, ее, заявляя, что это пустая трата бюджета.
Впрочем, предложить альтернативу у него не получилось. Когда в свой прошлый президентский срок он пытался отменить программу, Верховный суд заблокировал это решение. Теперь Трамп обещает, что если займет Белый дом еще раз, то снова попробует Обама-Кэр снести. Программа Обама-Кэр, появившаяся во время его президентства, действительно многим открыла доступ к медицинскому страхованию. У людей появились страховки. На тот момент в США примерно у 35 миллионов человек не было медицинских страховок. Поэтому Обама-Кэр позволила застраховать гораздо больше людей. Все стало очень дорого после Обама-Кэр. Раньше была относительно такая стабильная оплата, для чего сделали Обама-Кэр, чтобы было низко тем, кто мало зарабатывает, чтобы им было более доступно получить медицинское страхование. Что получилось, для всех остальных все пошло очень дорого. Да. Знаете, есть такая шутка, что если Обама-Кэр не называть Обама-Кэр, а просто огласить список, как бы этот лист всех функций этого закона, то это будет очень популярно. Но все-таки Обама-Кэр, это, если даже вспомнить, это было несколько... это была не реклама, это не Обама придумал, это придумали республиканцы, чтобы значит, связать президента Обамы с этим, значит, неудачным, как они считали, планом. И, естественно, так и пошло, все называют это Обама-Кэр, но на самом деле те меры, которые прописаны там, они очень даже популярны среди всех. Ну, то есть план все-таки удачным можно назвать? По факту, да. Мне бы хотелось, чтобы медицина была бесплатной для всех. Конечно, система бесплатного здравоохранения тоже не идеальна. Допустим, сложнее записаться к врачу и так далее. Но бесплатная медицина должна быть доступна всем. Мы одна из немногих, не люблю использовать слово «цивилизованных», мы одна из немногих стран такого калибра, где людям нужно платить за здравоохранение. Это совершенно нелепо. Главные убийцы чернокожих – проблемы со здоровьем. Будет ли медицина бесплатной для всех? Будет ли страховка на случай болезни? Потому что мало у кого есть $1000 на экстренный случай. Будет ли правительство спасать людей? Вот главный вопрос. Система здравоохранения сталкивается со все большим и большим количеством больных людей, которые не доверяют ей, потому что здравоохранение становится объектом частных инвестиций, инвесторов, которые хотят зарабатывать, а не врачей и медсестер, которые хотят сохранить людям здоровье. Тем, кто работает в системе здравоохранения, зачастую кажется, что они работают на преступное предприятие. Может, это сильно сказано, но они работают на организацию, которая хочет зарабатывать, а не поддерживать здоровье людей. Вот вы становитесь врачом или медсестрой, потому что любите людей, но вам каждый день говорят: делай так, чтобы заработать больше денег. Чаще назначай рентген, потому что он приносит больше денег. Постарайся выявлять тяжкие заболевания. В английском языке есть такое слово «upcoding», которое обозначает, что этот человек очень болен, и чтобы поддержать его здоровье, нужно больше денег. Людей заставляют лгать. В рамках этой системы их вынуждают тратить время на то, за что платят больше. Это относится и к частному, и к государственному сектору. Это касается всех, кто работает в этом бизнесе. Обычно в государственном секторе услуги предоставляют частные компании, которые выставляют счета правительству. И вот они говорят правительству, что у этого человека 3 хронических заболевания, поэтому его лечение обходится дороже, чем лечение человека без хронических заболеваний. Зачем тратить время на здоровых людей? Я подожду, пока они заболеют, тогда они мне заплатят больше. И это ужасная, отвратительная система. Почему никто из кандидатов не пытается решить эту проблему? Я бы сказала, что Камала пытается. Сейчас многое делается. Например, пытаются регулировать цены на лекарства. Многое говорят о сговоре компаний в сфере здравоохранения.
И, как правило, эти объединения плохо сказываются на сфере. Лина Хан, глава Федеральной торговой комиссии, занимается некоторыми из этих антимонопольных вопросов. То есть вам кажется, Камала Харрис сможет решить эту проблему, если станет президентом? Я надеюсь, что Камала разберется с этой проблемой. Это большой вызов. Нет какого-то одного простого решения. Их много. Неважно, говорим мы о правительстве или о частном секторе. Есть много людей, чьи собственные интересы не совпадают с интересами общества. Что вы думаете о плане Харрис списать медицинские долги? Это созвучно плану, который был о студентах, или бывших студентах, о выпускниках, но проблема медицинских долгов стоит намного более жестко в Америке. То есть люди, они теряют практически все, очень много банкротств, которые объявляются в связи с такими долгами. Поэтому, я думаю, это вызовет более широкий общественный резонанс, чем студенческие долги, которые, многие люди думают, что это выпускники, молодые люди, которые просто хотят, за бесплатно получить образование и не платить своих долгов. А люди, которые все-таки борются со студенческими, с долгами по медицинскому обслуживанию, это, скорее всего, люди, которые уже довольно-таки бедные, и это вызывает жалость. Я думаю, что организованно противодействовать этому плану будет все-таки сложнее с точки зрения общественной политики. Я не изучал вопрос об объеме медицинских долгов среди населения США, но для меня это похоже на предвыборное обещание, которое дается для того, чтобы получить побольше голосов, а не на продуманный план. Проблема медицинских долгов возникла из-за того, что цены на медицинские услуги изначально слишком высоки, потому что правительство не хочет устанавливать ограничения на их стоимость. Таким образом, Харрис борется с симптомом, а не с болезнью. Однако говорить о ценообразовании в сфере здравоохранения на телевидении – это скучно, и никто не будет слушать ее, если она начнет это делать. Потому что ей нужно сказать что-то простое, что принесет ей голоса в колеблющихся штатах, таких как Пенсильвания или Мичиган. Харрис не раз напоминала, что была генпрокурором приграничного штата, имеется в виду Калифорния, и понимает проблему миграции изнутри. Ее позиция больше контроля на границе. Кроме того, она противница свободного ношения оружия. Среди ее предложений тщательнее проверять людей, которые его покупают, и запретить штурмовые винтовки. Ну и, конечно, Камала Харрис выступает за право на аборты. Она обещает вернуть это право президентским указом, хотя в 2022 году Верховный суд и отменил Роу против Уэйда. Давайте вспомним это историческое дело, поскольку оно может сыграть ключевую роль в исходе нынешних выборов. Если смотрели сериал «Карточный домик», то, конечно, узнаете и это здание. Верховный суд, он не раз сыграл ключевую роль в истории с абортами и их запретами в Америке. В 1973 году американка Норма Маккорви не хотела сохранять беременность после изнасилования и подала иск в суд Техаса под псевдонимом Джейн Роу, чтобы отстоять свое право сделать аборт, что в тот момент считалось преступлением. Ответчиком был окружной прокурор Генри Уэйд, отсюда Роу против Уэйда. Дело было очень громким и дошло до Верховного суда, который вынес решение в пользу Роу, в пользу женщины. Но поскольку это все долго шло, она к тому моменту уже успела родить этого ребенка, но решение распространилось на остальных женщин, которые могут оказаться в аналогичной ситуации. И вот в 2022-м судьи Верховного суда это решение отменили. Формально судьи беспартийные, но на практике президенты-республиканцы, как правило, назначают более консервативных судей, а президенты-демократы, соответственно, более либеральных. Напомню, что судьи назначаются пожизненно.
На момент лета 22-го 6 из 9 судей как раз оказались назначенными республиканцами и большинством голосов отменили решение Роу против Уэйда. И теперь американские штаты могут самостоятельно запрещать аборты на своей территории. С тех пор их частично или полностью запретили 22 штата. Хотя, согласно опросам, с полным запретом абортов согласны лишь 12% американцев. Джо Байден раскритиковал решение Верховного суда, но отметил, что вынужден его уважать. Разделение властей. 5 ноября этого года в 11 штатах вместе с выборами президента пройдут референдумы о праве на аборты. Жители Аризоны, Колорадо, Флориды, Мэриленда, Миссури, Монтаны, Небраски, Нью-Йорка, Невады и Южной Дакоты проголосуют за то, чтобы вносить или не вносить право на аборты в законодательство штатов, тем самым возвращая норму Роу против Уэйда на местном уровне. В Нью-Йорк приезжает немало женщин из штатов, где запрещены аборты. И иногда даже коренным нью-йоркцам трудно записаться на прием. Я выступаю за легализацию абортов. Это право каждой женщины. Сейчас можно видеть, как умирают женщины в штатах, где запрещены аборты, потому что они попросту не могут получить квалифицированную помощь, например, при выкидыше. Врачи боятся лечить таких женщин. Такое в корне неприемлемо и совсем не то, с чем мы должны бороться в этой стране. В целом, в США не уделяется достаточно внимания женским проблемам. Мужчины и женщины устроены по-разному. Было проведено много исследований среди мужчин, но не среди женщин. Это касается и проблем со здоровьем, и трудностей в обучении. Мы пока недостаточно знаем о том, как все это влияет на женщин. В целом недостаточно внимания. Когда дело доходит до абортов, я полностью за право выбора. Мы видим последствия, когда женщины умирают, не получая необходимой помощи. Я совсем с этим не согласна. А много женщин приезжают в Калифорнию делать аборты из тех штатов, где это запрещено? Я не знаю, но это должно быть такое место, где их примут и поддержат во всем, что им необходимо. Сан-Франциско – один из тех городов, где не задают вопросов, когда сюда приезжают люди без документов и так далее. Это что-то вроде убежища, или, как сказать, приют. Да, и здесь есть своего рода защитный фактор. То есть, если вы приедете сюда, то город примет вас, и мы не будем усложнять вам жизнь, как это может быть в других городах или районах США. Я забыл это слово, есть специальный термин, которым называют Сан-Франциско из-за того, что он открытый и защищает всех независимо от их происхождения и прошлого. И вы думаете, Трамп может это каким-то образом изменить? Он хочет что-то ликвидировать на федеральном уровне. На местном уровне и на уровне городских властей он ничего не сможет сделать. А вот изменения на федеральном уровне могут повлиять на Сан-Франциско в плане финансирования. И это еще одна серьезная проблема, стоящая перед городом. В 2028 году дефицит бюджета составит около $1,5 миллиарда. Город полагается на общие фонды, городские фонды, но он также полагается на государственные и федеральные фонды. Поэтому, если эти федеральные поступления урежут, то Сан-Франциско будет сложнее вести дела и управлять городом. Это очень сильный штат, и здесь действительно очень много либеральности, демократии. Но если посмотреть на всю Калифорнию, Калифорния — это самый большой штат, и один из самых больших штатов. Калифорния — это самая большая экономика. Да? И если вы посмотрите на концентрацию силы, она находится либо здесь, в Сан-Франциско, в этом регионе, либо Лос-Анджелес. Да? Соответственно, если вы идете на восток, больше в долину туда, там начинается агрикультура, там начинается больше пространства, там начинается больше фермерства. Соответственно, взгляды немножко меняются. И мы переходим от ультралиберального Сан-Франциско буквально 1,5-2 часа проехать на восток, и там вы уже попадете в очень такие республиканские городки, где, например, на каждом, вот если вы обратите внимание, в Сан-Франциско на каждом шагу есть какой-то таблоид, который AI, какие-то технологические решения предлагает. Если вы проедете 1,5 часа на восток, то там в основном будут плакаты по либо церковь, либо оружие, либо кодировка от алкоголя. Американское общество очень раскололось, потому что бизнес-модели выгоднее, если граждане разделены. Если люди злятся, они купят ваш товар, и можно зарабатывать на политической рекламе. Они хорошо зарабатывают на том, что заставляют народ что-то покупать.
Понимаете, правительство и бизнес утопают в коррупции. Нам нужны честные правительства и честный бизнес. Нам нужно честное правительство, которое будет стараться, чтобы бизнес был честным, в отличие от правительства Трампа, которое... Трамп сам не раз говорил: если ты, Илон Маск, мне поможешь, я сделаю так, чтобы твой бизнес приносил прибыль. Это и есть коррупция. Как вы думаете, почему Илон Маск поддерживает Трампа? Потому что он знает, что может купить Трампа, и тот его будет поддерживать. Это и происходит. Конечно, есть и другие причины. У Илона было сложное детство. Он окружен людьми, которые рассчитывают на его деньги в качестве своей зарплаты, и они на все соглашаются. Так же, как и в России. Если у кого-то слишком много власти, он теряет связь с реальностью и верит всему, что ему говорят. Но большинство технологических компаний ведь поддерживают демократов и Харрис. Большинство компаний считают, что политика не их дело. Я бы сказала, что большинство их сотрудников, так как они лучше образованы и лучше понимают, как устроен мир, скорее всего, поддерживают Камалу. Я вместе с 1000 венчурных капиталистов и других инвесторов подписала петицию за Камалу. Это немного, но за нами намного больше людей, просто их не слышно. Выборы 2020-го стали самыми дорогими в истории США, а у нынешних есть все шансы побить этот рекорд. В них вложили огромное количество пожертвований крупные частные доноры. Демократов, то есть Камалу Харрис, активно поддерживают здесь, в ее родном штате Калифорнии. В том числе в IT-сфере, конечно. Ее компанию частично профинансировал соучредитель LinkedIn Рид Хоффман, бывший гендиректор Alphabet Эрик Шмидт, вдова Стива Джобса Лорен Пауэлл Джобс и сооснователь Мета Дастин Московиц. Кстати, самым заметным исключением стал Илон Маск, поддерживающий Трампа, но он недавно принял решение релоцировать штаб-квартиру своей компании отсюда, из Сан-Франциско, после большого скандала, когда он возмутился новым законом Калифорнии, который запрещает учителям сообщать родителям, какую гендерную идентичность выбрали их дети. И, в общем, Маску стало здесь после этого совсем некомфортно. За Харрис, кроме того, призвали голосовать американские суперзвезды Билли Айлиш и Тейлор Свифт. Про последнюю шутили, что, мол, у нее столько поклонников, что это может повлиять на исход выборов. Правда, согласно опросам, Свифт куда менее популярна среди республиканцев, чем среди демократов. Хотя она начинала как певица стиля кантри, что республиканцам, как мы понимаем, поближе будет. В моей группе есть один крайне правый парень и один крайне левый. В вашей музыкальной группе? Да. Однажды они крупно подрались прямо в студии. Я сказал, что пусть дерутся где-то в другой студии, но не в моей. Больше они так не делали. Люди стали очень взвинченными за последние пару лет. Это плохо. Мой брат считает себя крайне левым. В тот день, когда Трампа избрали, одна девушка написала в комментариях под постом моего брата, что ее дочери 6 и 9 лет проснулись в слезах, потому что выбрали Трампа. Я не стал отвечать на это, но подумал, если твои дети так беспокоятся о том, что этого человека выбрали президентом США, это твоя вина. Жизнь этих детей не изменится так уж сильно, но они просыпаются в ужасе, потому что слышат все это. Трамп для них как бука или бабайка, которым их пугают родители. Странно, что девочки 6 и 9 лет так боятся этого. Это ненормально. Да уж. Я не знаю, как все это будет в этом году. Я не помню такую накаленную обстановку. Когда Трамп проиграл выборы, был захват Капитолия и прочее. Неужели это снова произойдет? Судя по опросам, разрыв очень маленький. Если кто-то не захочет отдавать победу, будут проблемы. А почему здесь как-то не очень принято спрашивать у людей, за кого они голосуют? Очень сильное разделение. То есть нет... Между людьми нету даже дискуссии по основным вопросам. Почему? Очень сильный накал, разногласий между... Это после 16-го года и Трампа так случилось? После 16-го, на мой взгляд, он сильно усилился. То есть
Люди, то есть, в принципе, особенно вот американцы, я не видел чтобы между двумя людьми, которые поддерживают разных кандидатов, происходила какая-то внятная дискуссия по планам, которые кандидаты предлагают. Вы уже приняли решение, за кого будете голосовать? Да. Я принял решение, и я буду голосовать за демократов. Хотя по позиции, я, по идее, попадаю в республиканский лагерь. Но здесь, по крайней мере, в этом году... Почему тогда за демократов? Можете пояснить? Потому что у Трампа достаточно радикальная и популистская повестка, на мой взгляд. Конечно, когда идет предвыборная кампания, все внимание сосредоточено на президенте. Но есть и еще одно важное действующее лицо, как здесь называют его running mate, то есть кандидат в вице-президенты, и об этих людях тоже обязательно надо говорить. На заре американской истории вице-президентом вообще становился кандидат в президенты, который занял второе место на выборах. Но быстро стало понятно, что работать в ситуации, когда президент и его вице принадлежат к разным партиям, мягко говоря, неудобно. И с 1800 года на две главные должности в стране избираются в связке. Одной из важнейших функций вице-президента с самого начала было занять пост президента, если того убьют, отправят в отставку или еще что-то с ним случится. А пока этого не произошло, вице-президент проводит большую часть времени в Сенате, проводил тогда, где его главной задачей было голосовать, если по какой-то инициативе мнения разделились 50 на 50, что случалось нечасто. Все это изменилось в середине 20 века. В 1945-м, вскоре после переназначения на 4-й срок, умирает президент Франклин Рузвельт. Его сменяет вице-президент Гэри Трумэн. И оказывается, что Рузвельт скрывал от Трумэна не только факт разработки атомной бомбы, но и в целом детали военной стратегии США. Чтобы такого не происходило в будущем, Трумэн назначает своего нового вице-президента Альбина Баркли в Совет нацбезопасности и начинает приглашать его на президентские совещания. В конце 70-х при Джимми Картере вице-президент Уолтер Моиндейл впервые в истории получает кабинет в западном крыле Белого дома и уже воспринимается как полноценный партнер главы государства. Кстати, в истории США вице-президенты выигрывали следующие выборы 5 раз. В 6-й раз это может произойти с Камалой Хэррис. Кандидат в вице-президенты Камалы Харрис – 60-летний губернатор Миннесоты Тим Уолз. Считается, что в предвыборный период вице-президент должен уравновешивать президента и перетягивать на его сторону часть сомневающихся. То есть темнокожей Камале Хэррис из либеральной Калифорнии стоило выбрать белого мужчину с умеренными взглядами, в идеале из колеблющихся или соседних с ними штатов. И Тим Уолз идеально подошел под это описание. Kamala Harris is bringing us a new way forward. She's bringing us a politics of joy. She's bringing real solutions for the middle class, and she's centering you at the heart of that. В 2006-м он избирался в Палату представителей, где оставался 6 сроков. В 2018-м выиграл выборы на пост губернатора Миннесоты, и там, кстати, вскоре произошло запустившее протесты Black Lives Matter убийство. Помните, при задержании погиб афроамериканец Джордж Флойд, и полицейских осудили на очень длительные сроки. После этого по инициативе Уолза в штате была проведена реформа. Полицейским запретили использовать удушающие приемы при задержаниях и заставили их проходить тренинги по регулированию конфликтов. Кроме того, при Уолзе в Миннесоте легализовали марихуану, закрепили право на аборт, ввели оплачиваемый декретный отпуск и дополнительные проверки перед покупкой оружия. Именно Уолз запустил среди демократов такую фишку называть соперников республиканцев словом «странные». Weird. Это быстро стало мемом. These guys are creepy, and yes, just weird as hell. That's what you see. Если они выиграют, то предположительно благодаря колеблющимся штатам на Среднем Западе – Мичигану, Пенсильвании, Висконсину. В таком случае он отличный выбор. Если они проиграют по той причине, что проиграли в Пенсильвании, а это один из самых ожидаемых вариантов развития событий, то, думаю, можно ожидать многолетние споры по поводу того, что и стоило бы взять вице-президента популярного губернатора Пенсильвании Джоша Шапира. Даже учитывая его политические трудности, он все же очень популярен в своем штате. К тому же губернатор и очень динамичная политическая фигура. Знаете, он раньше работал футбольным тренером, учителем в старшей школе.
Он, кстати, может стать одним из первых учителей, участвовавших в серьезной политической гонке, возможно, даже первым. Еще несколько имен самых ярких представителей Демпартии. Губернатор Мичигана Гретчен Уитмер. Она смогла привести демократов к контролю над обеими палатами местного парламента и вписать право на аборты в Конституцию штата. Ее даже называли возможным кандидатом на президентских выборах, но она сказала, что пока останется в Мичигане. Министр транспорта из кабинета Джо Байдена Пит Бутиджич. Окончил Гарвард, владеет 7 языками, служил в Афганистане. В 2020-м в 2 штатах выиграл праймерис у Джо Байдена и Берни Сандерса. Открытый гей. Вы состоите в партии демократов, верно? Да, я зарегистрированный член Демократической партии. И вы работаете в некоммерческой организации, цель которой сделать Нью-Йорк более жизнепригодным. Все верно. Что стоит за этой формулировкой? Инфраструктура многих наших городов сейчас строится вокруг автомобилей. Большую часть улиц отводят под машины, тротуары становятся все уже, а мы, в свою очередь, стремимся сделать их более уютными для людей, пешеходов, велосипедистов, чтобы всегда можно было постоять, пообщаться в спокойной обстановке, чтобы зелени всякой было побольше, да и просто хочется сделать город красивее. Как вы думаете, все ли хорошо в Нью-Йорке в сфере общественного транспорта? С общественным транспортом у нас все более чем отлично, но не исключено, что его состояние могло бы быть и лучше. Знаете, я ехала сегодня утром на поезде, а кондиционер не работал. Было жарко, до сих пор не отошла от этой жары. Там стоит какая-то старая система, и ей не помешал бы ремонт. Я вообще очень люблю Нью-Йорк. Я считаю, что это великий город. Но есть здесь странные стороны. Одно из них — метро. Оно очень старое. И подвижной состав очень старый. Такое впечатление, что лет 50 этот вагон уже не обновлялся. И сама система уже явно, состарилась. То есть ты садишься и никогда не знаешь, когда ты приедешь на нужную тебе остановку, потому что поезд может просто остановиться там на мосту или в тоннеле и стоять полчаса, стоять даже иногда до часу стоят. И опоздание людей, которые едут в метро, здесь обычное дело. Очень странно для такого богатого города. Да, подземная транспортная система здесь очень старая. Метро построили в начале 20 века, и потом никто не вкладывал в нее деньги. Губернатор нашего штата недавно отказалась от проекта брать плату за въезд в центр на автомобиле, в рамках которой планировалось вложить более $15 миллиардов в систему метро. Она подумала, люди хотят ездить на машинах, пожалуй, не будем лезть в кошелек водителям. Вот вам и система общественного транспорта, которая по-прежнему не финансируется должным образом. Есть некоторые вещи, которые меня здесь немножечко выбешивают, и не только здесь. Удивляют. Чаевые, которые здесь история скорее принудительная, более принудительная, чем добровольная. При этом нормой считается оставлять не как там у нас 10% или в некоторых местах Европы, 3-5, 15-20 от счета. И они очень часто могут быть включены в финальный чек. Вот я сегодня позавтракал, вот гляньте. Позавтракал я очень скромно на $47. Это примерно 4300 рублей. Дорогой город. И здесь вот написано, пожалуйста, чаевые 15% включены 5,70, то есть 530 рублей где-то. И можно еще оставить чаевые, если ты хочешь. Но это не обязательно. Но вычеркнуть, то есть теоретически ты можешь, но это прям будет скандал. И так не только в ресторане, так в любом месте, где есть обслуживание. В такси, в парикмахерской, в отеле, в баре. И есть немало историй, когда ты выходишь из таких заведений, а тебя человек догоняет, официант там, и говорит: «Сэр, извините, вы оставили слишком мало чаевых, наверное, какая-то ошибка». Причина, конечно, не в алчности отдельных людей, а в законодательстве. Потому что минимальная зарплата в час установлена федеральным законом. Сейчас это $7.25. Однако работодатель имеет право платить сотрудникам $2.13, то есть меньше. Если оставшиеся 5, тот получает в форме чаевых. Конечно, работодателю это выгодно, платить $2, а не 7. Разумеется, легко переложить это на... Хочется переложить это на клиента, но есть нюансы. В некоторых штатах минимальная зарплата больше, в некоторых меньше, процент вычитаемых чаевых тоже отличается от штата к штату, но общая картина вот она такая.
Мы очень редко получаем меньше 20%, по правде говоря. Это один из бонусов работы в ресторане высокой кухни. Но это скорее исключение из правил. Официанты в других ресторанах не согласятся со мной. Так что да, 20-25%. И все это получают сотрудники или все немного сложнее? Да, мы не разделяем чаевые на всех сотрудников. Чаевые, которые заработал официант, достаются ему. Но 12% из этого уходят сомелье ресторана, 5% бармену и еще 5% менеджеру. По итогу официанту остается около 80% чаевых. О, довольно щедро. Правда ли, что работодатели склонны платить сотрудникам меньше, если те могут получать чаевые? Да, в США так повелось еще со времен сегрегации и движения в защиту прав граждан. Сколько принято оставлять чаевых? Ой, по-разному. Иногда здесь очень хорошо дают. Здесь хорошо дают. Например, если стрижка там $150 могут оставить. Ого, целый треть, да? Да, хорошо дают. А чаевые с карт оставляют или наличными? В картах уже. Что интересно, чаевые здесь облагаются налогом. И как раз Трамп предлагает их сейчас вывести из налогооблагаемой базы. И, что интересно, Камала Харрис его поддержала. То есть это один из редчайших вопросов, где они сходятся. Что делать? Борьба за голоса работников сферы услуг – важное дело. Знаете, я, по правде говоря, не думаю, что налог на чаевые стоит отменять. Мне кажется, нужно двигаться к более равной для всех системе, нежели отменять налог на чаевые. Но ведь это решение не в вашу пользу, не отменять налог на чаевые. Верно, не в мою, на данный момент. Но я бы хотела надеяться, что у нас введут систему, похожую на европейскую, где сотрудникам просто платят больше, чтобы они не зависели от пожеланий того или иного посетителя или от экономической рецессии. Вы уже на пенсии? Да. Вы всю жизнь проработали в пожарной части? 27 лет. 27 лет? Да, я получил травму во время спасательной операции. Я вышел на пенсию из-за травмы. А на какие социальные льготы вы можете рассчитывать как пожарный на пенсии? Я буду получать пенсию всю оставшуюся жизнь, но мне нужно доказать факт получения травмы. Это займет некоторое время. Надеюсь, где-то через месяц я смогу получать свое пособие до конца своей жизни. Как давно вы вышли на пенсию? С января. С января? Да, почти 10 месяцев. То есть уже 10 месяцев? И вы все еще ждете? Да, пока жду. Это не быстрый процесс. А вы что-то копили на пенсию? Да, как мог. Я был водителем в Uber. Я работал в городе. Вы стали водителем Uber? Да, я проезжал 25 тысяч километров за месяц на моей машине. Это было тяжело. Я помогал людям 27 лет. А теперь со мной так обращаются, что приходится ждать 10 месяцев, чтобы получить деньги. Это правда неприятно. Я переживаю, мне нужно получить эту помощь. Нужно разбираться с этим лично. У меня ПТСР из-за пожарной службы. Я был капитаном спасательной команды 9 лет. Я проработал спасателем 20 лет. Я помогал во время событий 11 сентября. Вы работали после теракта 11 сентября? Да, я помогал людям на протяжении всей моей карьеры, а потом не получил того, чего хотел. Уважения, того, что заслужил. С этим трудно смириться. Нам все равно, республиканцы или демократы. Мы просто хотим, чтобы кто-то нам помогал. Разница между партиями сейчас заключается не в том, за кого вы голосуете, а в том, кто вас не бросит, поможет вам. Я говорю это искренне. Мои родители думали так же. Неважно, республиканец или демократ. Важно, чтобы он помогал людям. Сейчас нет того человека, кто мог бы помочь нам. Это печально. Сейчас я не работаю. У меня через 2 недели свадьба. О, поздравляю. Я ищу работу. Хотелось бы вернуться в автомобильную индустрию. На этой неделе у меня собеседование. Каково это быть безработным в Нью-Йорке в 2024 году?
Да, весело. На данном этапе жизни мне это даже на руку. Ну и мой прошлый опыт позволил мне накопить финансовую подушку. Я много работал раньше. У меня даже есть ощущение, что я многое в жизни упустил из-за того, что приходилось работать по вечерам и по выходным. Поэтому сейчас самое время немного замедлиться. Электрокары набирают популярность в Америке? Да, набирают. Мне кажется, сейчас появилось очень много разных возможностей и разных видов транспорта. А вы сами ездите на электромобиле? Нет. Почему? Зарядкой до сих пор много мороки. А, вот как. Я живу в многоквартирном доме. Машина у меня стоит в паркинге. Если бы у меня был свой дом, то я бы первым делом купил электромобиль. А что, на паркингах нет зарядных устройств? Есть, но за деньги. Просто переплачивать за них не хочу, в очереди к ним стоять. Сейчас это накладывает определенные ограничения на мою жизнь. Вызвали мы такси в Сан-Франциско, но не простое. Нет, не золотое, а беспилотное. Кстати, по ценам оно не золотое, одинаково с тем, которое человек водит. Сейчас прокатимся, это тут такой отдельный аттракцион. Здрасте. Скажи, что здесь никого нет. Трогать руль нельзя. Очень, на самом деле, такие прикольные ощущения. При этом она едет как живой человек. Поначалу были проблемы с этими тачками, что они ехали слишком вежливо, пропускали вообще всех, кто подходил к обочине. На людных перекрестках они стояли слишком долго. Потом перенастроили, она стала более себя агрессивно вести. И сейчас едет прям как обычный совершенно водитель. Кстати, по поводу электромобиля, это электромобиль. Джо Байдена называют самым зеленым президентом в современной истории США. Во время его срока десятки миллиардов долларов из бюджета были потрачены на безопасные для окружающей среды технологии. Компаниям-производителей солнечных панелей и ветряных мельниц предложили налоговые льготы, потребителям налоговые вычеты и скидки при использовании электроавтомобилей. Льготы можно получить и на покупку электромобиля дешевле $55 тысяч. Тесла из-за этого снижала цены на некоторые модели. В прошлом году 8 из 100 новых автомобилей в США были электрическими. И как раз вот здесь, в Сан-Франциско, это особенно хорошо видно. Вот этот электромобиль, это тоже электромобиль Jaguar, кстати, на котором мы едем, он принадлежит компании Waymo, а эта компания дочка Гугла. И я, на самом деле, до этого уже катался на такой машине. Мне не страшно, но есть люди, которые говорят, что им некомфортно. Я потом разговаривался с обычным водителем такси, они, конечно, все сильно недовольны такой конкуренцией. И он говорит, ну, никогда не знаешь, что она выкинет в следующий момент. Я ему говорю, я тоже не знаю, что ты выкинешь в следующий момент. Ну, вот так вот, в общем, они, конечно, недовольны. Что самое интересное, возвращаясь к зеленой экономике и Байдену, что несмотря на все эти зеленые инициативы, именно во время байденовского президента в США был побит рекорд по добыче нефти. Сейчас здесь добывают примерно 13 миллиардов баррелей сырой нефти в день. Это больше, чем и в Саудовской Аравии, и в России. Нету ли противоречия в том, что экономика вроде как зеленеет, но при этом объемы добычи нефти бьют рекорды в Америке? Нет. В этом противоречия нет, потому что, на мой взгляд, нужно расширять портфель энергетических продуктов для того, чтобы более гибко встречать те вызовы, которые стоят перед экономикой. То есть где-то имеет смысл полагаться на, к примеру, ветровую, допустим, генерацию. Где-то, где есть, значит, нефть, а больше полагаться все-таки на нефть. Но говорить об этом в офисе президента Байдена не очень любят. Зато Трамп постоянно повторяет свой давний лозунг «Drill, baby, drill». «Бури, детка, бури». То есть он обещает увеличить производство топлива внутри страны и снизить таким образом цены на энергоносители. Для этого он планирует упростить выдачу разрешений на бурение на федеральных землях, а также вновь разрешить бурение нефтяных скважин в Арктическом национальном заповеднике на Аляске.
Еще во время прошлого президентского срока Трамп, как мы помним, вышел из Парижского соглашения по климату, потому что он не верит во все эти байки про глобальное потепление. Ну, как не верит? Как бы скептически относится. И обещает сделать это еще раз, в смысле выйти из этого Парижского соглашения, если станет президентом. Ну и, конечно, инициатива Байдена вроде субсидий на электромобили обещает тоже отменить, если придет к власти. В общем, такой человек старой нефтяной школы. Что еще ждать от техасцев? Илья, оператор наш, правильно заметил, что очень классно, что здесь не надо водителя просить, да выключись же, не надо просить водителя выключить музыку, если она тебе не нравится. Можно самому все сделать. И вообще не надо ни с кем разговаривать. Идеально для социофобов. Я немножечко социофоб в этом смысле, конечно. Можно быть спокойным, что от исхода выборов развитие этой технологии здесь не зависит. Есть определенная консервативная пропаганда, которая очень пренебрежительно отзывается о Калифорнии. Однако я не думаю, что это широко распространенное мнение самих американцев. Кажется, что в целом Соединенные Штаты более едины, чем это принято считать. Если почитать соцсети, то кажется, что люди просто ужасные существа. Но если говорить с людьми, то станет понятно, что основное большинство из них, по сути, очень порядочные в любой точке мира, в любом месте страны. Я думаю, что настало время, когда разумные люди должны начать немного возмущаться и громче заявлять о себе. Кажется ли вам, что в нации сейчас раскол? Кажется. Насколько он глубокий? Думаю, что довольно глубокий, но не что-то такое, что нельзя было бы исправить. Верю, что есть надежда на единство. Забавно, что когда я приехал сюда в 2012 году, Митт Ромни сказал, что Россия – самый крупный геополитический враг Америки. Все перевернулось с ног на голову с тех пор, как я приехал сюда. И республиканцы очень любят Россию, а демократы ненавидят ее. Я думаю, это как в американских фильмах. Мы всегда будем плохими парнями. Вопрос только в том, для кого. Так было с начала 20 века. Россия всегда была проблемой. Все зависит от того, как это преподнести. Сначала проблемой был коммунизм. Потом нужно было демократизировать Россию. Такова была повестка. Потом были счастливые отношения с Путиным около 8 лет. Все замечательно. Обама пожимал Путину руку, потом события в Крыму. Снова становится некомфортно. Всем республиканцам не нравится Россия, а демократы готовы с ней работать. Потом пришел Трамп. Он и Путин любят друг друга, или он любит Путина. Я не знаю, что думает Путин. Нас всегда кто-то любит. Я говорю «нас», потому что я русский американец. Кто-то любит нас, а кто-то ненавидит. Вот так мы здесь и живем. Значит, это еще одна разделительная черта между демократами и республиканцами. Да, потому что демократы сейчас заявляют, что Трамп русский агент. Я не думаю, что это так просто. Что бы он ни говорил с целью понравиться русским, я не думаю, что он настолько глуп, чтобы быть русским агентом. Скажите, насколько важна российская повестка в текущей президентской кампании в США? Отношения с Россией не играют вообще никакой роли, потому что никто не хочет отношений с Россией, кроме одного человека, господина Трампа. Но тема Путина важна, как и тема войны в Украине. Это важно, потому что между двумя кандидатами есть фундаментальное различие. Вице-президент Харрис, очевидно, гордится тем, как администрация Байдена оказывала Украине военную и экономическую поддержку и ввела санкции, а господин Трамп выражает сомнение в том, что это хорошая стратегия. В дебатах и в различных агитационных роликах она демонстрирует, что настроена категорически против Путина. И постоянно повторяет, что будет противостоять диктаторам, а господин Трамп вместо этого говорит о том, какие у него хорошие отношения с господином Путиным.
В целом же для большинства американцев вопросы внешней политики далеко не в приоритете. И даже среди американцев, которых волнует внешняя политика, есть более важная проблема – война на Ближнем Востоке. А если иммиграцию также включить в число проблем внешней политики, то и она будет важнее. А вы будете советником новой администрации в случае победы Харрис? Буду ли лично я входить в правительство или нет – отдельный вопрос, но я определенно буду заниматься формированием политики администрации Харрис. Я уже этим занимаюсь. Вы бы посоветовали Камале Харрис снять запрет на использование американских ракет для ударов вглубь России? Без сомнений. Нынешняя политика, по-моему, бессмысленна, и я думаю, в нее можно внести изменения, а именно позволить президенту Зеленскому и его армии наносить удары по военным объектам, откуда ведутся атаки на Украину. Представьте, что мне пришло в голову, что я буду жить вечно. Об этом думают те отчаянные люди в Кремниевой долине, особенно сторонники Трампа. Так вот, тогда мне придется сделать все. Какие у тебя могут быть приоритеты, если ты живешь вечно? Тебе нужно будет добиться успеха во всем. Тебе нужны границы в понимании того, что ты можешь сделать, что реалистично и как много времени потребуется, чтобы это реализовать. Ты стареешь, ты устаешь, а за тобой тоже есть люди. Половина твоей работы не только работать, но и достойно ее передать. И у вас есть обязательства перед обществом, но помните о границах своих возможностей. Пришло время или еще нет? Вы думаете, Трамп не понимает своих границ? Он пересек свои границы. Пересек свои границы. Да. Если честно, Байден тоже. Только сейчас он наконец-то прислушался к резонным аргументам. И я за это ему очень благодарна, потому что мне кажется, что Камала – это тот человек, которому можно все передать. Что изменится в США, если Камала Харрис займет пост президента? В каком-то смысле мы просто будем идти по уже протоптанной дорожке. Мне кажется, она будет следовать политике Байдена, но в то же время у нее есть и свои взгляды. Она знает, как правильно разговаривать с американским народом, а Байден нет. Она излучает такую энергию и молодость, хоть ей 60, но она все еще молода для американской политики. Я бы хотел, чтобы победила Камала Харрис. Я не думаю, что чернокожие люди, что вся страна готова бороться с республиканцами. Они слишком хорошо организованы. Они стратегически мыслят. Они терпеливы. Люди не готовы с ними бороться. А что будет, если Трамп победит? Может быть, я перееду в Россию. Вы, конечно, шутите. Ну, как бы да. Но если он победит, или ему покажется, что он победил, будет очень сложно, потому что одну сторону мотивирует радость и надежда, а другую – злость и жажда мести. Я видела других людей, которыми управляет жажда мести, и это разрушает их самих. Илон Маск – один из самых печальных людей, и Трамп тоже в какой-то степени, потому что помощь другим дарит радость. Пытаться уничтожить кого-то, потому что ты думаешь, что он пытался тебе что-то сделать, разрушает только тебя. На ваш взгляд, в случае победы Трампа какие-то базовые ценности окажутся под ударом? Америка много повидала на своем веку. У нас довольно крепкие институты. Да, в чем-то политический курс, возможно, поменяется, но президентский срок — это относительно короткий промежуток времени. И если уж мы все-таки начнем сбиваться с пути, упасть нам все равно не дадут. Противодействующие силы найдутся. И этот срок станет для него последним. Так и есть. Даже при удачном исходе выборов, мне кажется, не все зависит от президента. У нас еще есть Конгресс и сенаторы. Институты. Да, институты. Верховный суд, который переполнен судьями времен Трампа. Трамп просто жаждет стать одним из мировых диктаторов. Он восхищается ими. На мой взгляд, он действительно изменит положение нашего государства на мировой арене. Знаете, я только вчера разговаривала со своей подругой из Бразилии, и она мне рассказывала, что все ее
друзья в Бразилии смотрели предвыборные дебаты в США в этом году. Ведь для них там очень важно, кто же станет новым президентом Соединенных Штатов. Даже в Бразилии. Да, люди во всем мире следят за выборами и беспокоятся о том, чем они могут обернуться. Ну вот, друзья, думаю, мы с вами ответили в целом на вопрос, кто такие типичные и нетипичные демократы. Теперь пора выехать из имперских и денежных городов, чтобы увидеть одноэтажную Америку и тех, кто поддерживает республиканцев. Кстати, это далеко не только жители глубинки, не только реднеки и не только ковбои, как принято считать. Хотя и с ними мы, конечно, тоже поговорим. Почему в Америке так много людей, которые поддерживают Трампа и его консервативные ценности? И такие ли уж они на самом деле консервативные? В следующей серии «Все о республиканцах». Напоминаю, что поддержать то, что мы делаем, можно через Boosty, Patreon, спонсорство на YouTube и в моем телеграм-канале. И только ваша поддержка дает мне возможность делать редакцию дальше. Скоро увидимся.